Определить знаки проекции векторов перемещения S1, S2, S3, S4, S5, S6 на оси координат x, y. Эта задача более графическая, поэтому для того, чтобы изобразить эти все вектора, используем лист-клеточку для того, чтобы более наглядно это все представить. Итак, определяем оси координат x, y и вектора, которые будут расположены на этих осях координат. Это ось y, ось x. 6 векторов S1, S2, S3, S4, S5 и S6. S1 расположен вот так. Это S1. S2 расположен вот так. S3 расположен вот так. S4 вот так. S5 так. И S6 вот. Сделаем небольшое отвлечение и посмотрим, каким образом мы будем строить проекции этих векторов на эти координатные оси. Отдельно нарисуем небольшое такое координатную плоскость и покажем, каким образом мы будем проектировать вектора. Вот это x, вот это y. Если у нас просто задан какой-то отрезок пути и так далее, или чего-то там. Для того, чтобы спроектировать его на оси, мы должны опустить, естественно, перпендикуляры вот на эти оси. То есть в данном случае вот эта отрезка вот этого А, которые опущены перпендикуляры на ось x, это будет его проекция, а x на ось x, ну, естественно, проекция на ось y. Тоже опущены перпендикуляры, здесь угол 90 градусов с этими линиями. Мы спроектировали вот таким образом AX и AY. Но в отличие от обычных просто отрезков, вектора имеют свое еще направление. То есть если у нас вектор А имеет направление вот такое, в этом направлении, тогда этот вектор нужно реально спроектировать тоже. То есть его проекция на ось AX будет выглядеть таким образом, вот в эту сторону, и он сюда будет направлен. А проекция ось Y будет направлена вот в эту сторону. То есть реально получается, что если по правилу сложения векторов сложить его проекции, мы получим целый исходный вектор. Первая проекция x плюс проекция y, мы получаем исходный вектор. Так давайте будем рассматривать, каким образом проектируются эти вектора. О том, что у нас такое поле будет более приспособленное для того, чтобы пустить перпендикуляры. И давайте посмотрим. Вот первое, это у нас будет проекция вектора S1. Будем обозначать проекцию S1 на ось x как проекцию S1x. Естественно, если такая существует, то проекция S1y. Пишем первая проекция вектора S1. Как она будет выглядеть? Проекция S1, если мы обратим внимание, существует, он находится параллельно оси x, у нее будет реально проекция с положительным значением направления. Это будет S1x. А вот по y он проектируется в 0. Поэтому можем написать значение 0. Вот его проекция. Посмотрим, каким образом выглядит проекция вектора S2. S2, если вы обратите внимание, он параллелен оси Y, поэтому по оси X он проектируется, естественно. Если спроектировать, его проекция будет равна нулю, а по оси Y он будет спроектирован во всю свою длину и определим его как S2Y. Потому что размеры тут не заданы, мы просто пишем, что эта проекция будет тоже направление Y, она будет со знаком плюс. Следующий S3. Вектор S3, если обратили внимание, он имеет две проекции. Если его спроектировать на ось X, он будет иметь проекцию X, и спроектировать его на ось Y, с двух сторон будет иметь проекцию S3Y. Какая будет проекция на ось X? На ось X у него совпадает с направлением оси X, у него будет проекция S3X положительная. А вот проекция на ось Y у него будет в противоположном направлении с осью Y. Проекция его будет направлена в эту сторону. То есть у него будет отрицательное значение S3Y. Дальше проекция вектора S4. S4, если вы обратили внимание, можно его спроектировать. Он будет в положительном направлении по оси X и в положительном направлении по оси Y. Вот сюда и сюда. Мы можем записать о том, что он по оси X будет положительный и по оси Y тоже будет положительный. Смотрим на вектор S5. Вектор S5, если его спроектировать на ось X, вот его проекция будет направлена в противоположную сторону. То есть она будет отрицательная. По оси Y у него будет положительная проекция. Поэтому по оси X у него будет отрицательная проекция S5X, а по оси Y у него направлена вдоль оси Y, поэтому будет положительная S5Y. И последний, вектор S6, если посмотреть, он идет параллельно оси X, но направлен в противоположном направлении. Вот его проекция будет на оси X, а ось Y у него проекция равна нулю. То есть можем записать там же минус S6X и проекция по оси Y равна нулю. Вот таким образом мы разобрались вот с этими проекциями. Не надо забывать о том, что
Если мы просто проектируем обычный какой-то отрезок без направления, он имеет какие-то значения, так по проекции векторов на соответствующие оси необходимо учитывать то, что это направленные отрезки. Поэтому нужно учитывать и знаки их по отношению к соответствующим осям.